И я приветствую вас, представители знака Зодиака Лев. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем, что же скоро случится или произойдет, или действительно, что скоро изменится. Что неожиданно откроется или куда нас заведет судьба. Вас, мои дорогие львы и львицы, и знаки судьбы, как подсказки. Что важно знать или важно услышать? Что же будет до конца марта? Давайте узнаем. Возможно, какая-то информация откроется. С чем это будет связано? Или тайна откроется. Может быть, это и внутренний инсайт, когда в какой-то момент в своей жизни мы понимаем, ага, вот этот вопрос нет смысла продолжать. Или моя тактика, она не срабатывает, нужно менять. Менять, может быть, себя. Или изменить вообще планы свои, подкорректировать. Одним словом, что прояснится тоже. Итак, давайте первую карту мы достанем. Что же скоро будет? Что вы, как, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется. У нас ретро-Венера до 13 апреля. И как раз эти события, которые с нами происходят до конца марта, они могут быть продолжены и еще и до середины апреля, или, может быть, даже где-то до конца. Вот эти энергии, они будут на нас влиять. И это больше связано с тем, что либо действительно конкретно человек, персона какая-то может вернуться в вашу жизнь, о себе напомнить, друг или подруга, может быть, с кем-то был прежде контакт, а потом человек выпал из зоны вашей видимости. Или это могут быть и те вопросы, которые, словно судьба нам возвращает на доработку, в чем-то мы должны разобраться. То есть все события и люди, которые приходят в нашу жизнь, это не случайно. Вторая карта. В чем вы думали, поставили точку, а оказалось многоточие или запятая? Кто или что вернется конкретно и так? Что прояснится или какая для вас правда откроется? Какая ясность, может быть, в каком деле, сфере жизни для вас наступит? И как знаки судьбы, что будет меняться? Сами по себе знаки. Достанем 3 карты, куда вас заведет судьба. Как подсказки высших сил. Второй знак судьбы. И третья подсказка высших сил. Давайте будем узнавать. Итак, что же скоро будет? Что вы, возможно, вычеркнули из жизни, а оно вернется? Вы знаете, тут человек какой-то мог вернуться где-то в ваших энергиях. Жезлы – это огненная энергия. Хотя не обязательно мы не привязываемся к знаку зодиака. Это карта харизматичного лидера. Этот лидер может быть кто угодно, то есть если мы про знаки зодиака, но сам человек мог поменяться. Он мог изменить о вас ваше мнение, свое мнение точнее. Он мог изменить мнение вообще о ваших отношениях. Конечно, кто-то может попробовать войти в реку дважды. Вы сами, мои дорогие львы и львицы, на что-то, скорее всего, можете решиться. Эта карта не говорит о том, что мы, к примеру, человек возвращается, мы можем на это положиться. Или иногда, поскольку лидерство присутствует как значение этой карты, вам может о себе напомнить, к примеру, руководитель по прежнему месту работы и что-то вам предложить. Или какая-то тема может всплыть тоже. Потому что вот это лидерство, то есть часто по этой карте, ну, все же от нас что-то нужно. Но если, повторяюсь, мы говорим об ответственности, можем ли мы доверять этому событию или конкретному человеку, или возвращению, пусть какой-то ситуации. Тут действительно мы сами должны оттолкнуться, насколько это нужно нам. Что-то есть смысл проанализировать, мои дорогие львы и львицы. Давайте я достану еще одну карту. И тут конкретный человек все-таки, тут есть персона, которая вам зачем-то нужна. И у нас получается король жезлов, посмотрите, 2/3 стрельца и треть скорпиона. И у нас как раз в конце марта Лилит, планета, черная луна ее называют, она переходит в знак зодиака Скорпион из весов. И это наши ощущения внутренние, это наши мысли где-то. И вполне вероятно, у человека есть какой-то план. А стрелец – это желание что-то сделать отчасти по закону или какая-то активность. Вот в отношении, как и у вас, может проявлена такая достаточно
Ну, напористая активность до конца марта. Какой-то персонаж очень хочет продолжения отношений с вами. Но, опять же, я могу предположить, ему это зачем-то нужно. Поэтому будьте бдительны, давайте раскроем. Так что же это может быть? Что это, с чем связано или что это скоро будет? А ведь правда, для кого-то туз кубков с любовью возвращения конкретного человека. Или, может быть, духу не хватило у человека прежде проговорить свои чувства. Вот я такое тоже могу предположить. Вы кому-то нравились, и здесь человек пытается взять реванш. Могут и по работе о вас вспомнить, как о прекрасном сотруднике, да, и с какими-то более добрыми энергиями вам что-то предложить в любой сфере жизни. Но к вам идут, в принципе, с добром, мои дорогие львы и львицы. Вы можете слышать в этот период до конца марта больше комплиментов, больше знаков внимания. Это может быть даже руководство по тому месту службы работы, где вы сейчас находитесь. Но, значит, человек какой-то в других, опять же, энергиях, более добрых, с интересом, может к вам вернуться в жизнь. И что я имею в виду? Может быть, вы его и знали прежде, но сказать, что это были какие-то более тесные контакты, вполне вероятно, такого не было. То есть какая-то перестройка в конкретном человеке идет в ваш адрес. И с учетом туза кубков больше добра, я вижу это точно. Но и есть и то, что вам нужно не замечтаться. Определенно до конца марта, мои дорогие львы, больше приятных эмоций и хорошего настроения. Давайте откроем вторую карту. В чем вы думали, поставили точку, оказалось запятая или многоточие. Вообще это ваша сила и очень символично. Это соответствует у нас знаку льва. Для вас, мои дорогие девочки, женщины, это как знак женской большей силы. Это вы будете очень привлекательны для противоположного пола. И все то, что я сказала по первым картам, для вас проигрывается особенно. Мои дорогие мужчины, это может быть и та женщина, которой тянет, которая обладает магнетизмом, с ней хочется общаться. Может быть и важная женщина, как руководитель, к примеру, да. Не говорят нам, а тем более старший аркан, в какой сфере жизни больше проиграется вот это взаимоотношение. А ведь вполне вероятно у кого-то и личная история может где-то перекликаться с последующими вопросами по работе, по бизнесу или по тому, что вы хотите осуществить. Безусловно, эта карта, у нее энергетика, как у мага. Поэтому основа – это дипломатия, ну и где-то не замечтаться, быть очень рациональным, потому что бы мы тут ни думали, вроде сила, да, но есть и присутствует всегда либо значение льва, прорисован, здесь у нас прорисован тигр, и это внутренняя энергия, когда у нас, знаете, может быть, есть желание что-то убыстрить или с чем-то разобраться. То есть наши эмоции, они все равно берут вверх и нас к чему-то подталкивают. А энергетика карты как раз говорит об обратном. Не иди на волне своих эмоций. Где-то их приходится причесывать несколько, чтобы себе не навредить. Дипломатия – залог и счастья и успеха, по крайней мере, до конца марта. И тогда для вас, мои дорогие, нет ничего невозможного. Тут, правда, какие-то точки вы могли уже расставить, и с учетом аркана силы. Первое. Кто-то из вас может абсолютно убедиться в том, что да, я все сделал или сделала раньше правильно. Я правильно расставила, допустим, приоритеты по отношениям. Или поблагодарить самого себя, саму себя за то, что вы правильно определились по части работы. Может быть, вы меняли работу недавно. Вот здесь определенно ваша уверенность, как рост вашей самодостаточности, все же очень серьезный старший аркан. И причем со всеми вот этими сочетаниями. Кто бы вам тут что ни говорил, какие бы люди ни возвращались, какие бы на вас ни пытались, может быть, одеть розовые очки, вы в сильной позиции. Почему? Вас сложно будет как и расстроить, потому что вы будете до конца марта достаточно рациональны, но и также достаточно сложно будет увести куда-то в сторону на волне обещаний, на волне каких-то предположений или приятных слов. Нет, все-таки аркан сила – это когда мы достаточно холодно и беспристрастно видим все, что происходит вокруг нас, словно немножко отстраненно. И в этом ваша сильная позиция.
Хорошо, давайте узнаем, что же прояснится или какая правда откроется, с чем это будет связано. 15-й старший аркан. Наверное, все то, что я сказала, эта карта подтверждает. И где-то дважды. Почему? Потому что мы могли быть долгое время словно пленники собственных убеждений или, кстати, отношений каких-то. И, может быть, эти отношения, они у вас закончились, а ретро-Венера вам возвращает в жизнь человека заново, чтобы вы его оценили, ну, знаете, так более со стороны, более холодно, беспристрастно. Вот что-то подобное у кого-то может проиграться. И здесь ваш адрес, как мои дорогие девочки, так и мужчины, здесь может быть больше страсти, больше огня. 15-й старший аркан – это где-то наша зависимость. Или зависимость человека от вас. Есть такой момент. Мы могли быть долгое время, и, как я говорила, пленники, и всегда показывается некоторая ограниченность по этому аркану. И нам здесь тоже человек как в клетке. Клетка открыта, ничто его не сдерживает, но он сам себя как будто обхватил руками и удерживает от того, чтобы выйти. Это что? Это не что иное, как вот эти эмоции, о которых я говорила по аркану сила. Вот перемены внутри вас. То, что вы считали, может быть, по праву ваше, или вы были уверены, что какие-то вам шаблоны, стереотипы помогают, или тут вообще мировоззрение у вас может кардинальным образом поменяться. Или какая-то привязанность. Вы много думали о конкретном человеке. Или вы думали о какой-то ситуации по работе, допустим. Какая-то была несправедливость. Но вы на это рассчитывали. Тогда рассчитывали, когда вам было что-то обещано. А это не состыковалось, это не произошло. И потом какой-то период вы были в растерянности. И вроде бы есть зависимость от того, что было или обещано, или вы предполагали, что будет развиваться, но это завершилось, а ваше внутреннее состояние, оно было таковым, что вы продолжали жить в этих мыслях. Вот именно это у вас будет заканчиваться. По 15-му аркану мы часто понимаем, что мы шли как не туда. Или поставили, ну, на карту, может быть, какую-то свою, ну, как идею, тему. И тут мы понимаем, что нет. Вот в голом, в сыром каком-то виде мы это не можем продолжать. Тут нужно искать какие-то обходные маневры, если мы действительно желаем осуществить какую-то цель. Себя приходится корректировать. Или конкретные отношения, когда тоже я был как раб или была словно раба этих отношений. И вот теперь вы все можете расставить по местам. Для вас удивительное время и очень знаковое до конца марта. Не упустите с чем-то разобраться, чтобы еще раз не попасть в чью-то чужую игру. Она должна быть закончена. 2 карты. Все то, что я говорила по силе, это действительно ваша сильная позиция. Причем, когда мы никому ничего не доказываем. Для кого-то из вас может быть уход по-английски. Для кого-то из вас это вы. Все же мы говорили, аркан сила, энергия как у мага. Вы тоже можете кем-то манипулировать, потому что прежде, мои дорогие львы, манипулировали вами. Здесь вы меняетесь с кем-то местами, и теперь вы уже в сильной позиции, а вот человек как раз понимает свою уязвимость или зависимость от вас. Что-то подобное может проиграться и в личной жизни тоже. Хорошо, давайте узнаем знаки судьбы, подсказки высших сил. Очень так, знаете, последовательно ложатся у вас карты, аркан повешенный. Это наши эмоции. Мы были, правда, пленниками наших эмоций. И не случайно нам Нептун показан. И какая-то глубина, когда мы смотрели вглубь самих себя, когда мы много анализировали, почему это произошло, или как мог поступить таким образом со мной конкретный человек, или почему была какая-то несправедливость. Вот этими мыслями, опять же, зависимость, где-то перекликаются эти 2 карты. Почему? Часто аркан повешенный – это всегда тупик. Или жертвенность проходит по этой карте. И как раз 15-й старший аркан – это не что иное. Тоже мы как в роли жертвы, потому что мы пленники чужой игры, когда нами манипулируют. И вот теперь тут действительно для вас вы понимаете, что человек возвращается, а вы за это время тоже очень изменились. Где-то человек или в лице руководителя даже, да, что-то возвращается в вашу жизнь, и в надежде, что вы-то не поменялись, но вы за это время
Ну, наверное, стоптали не одни башмаки. Иными словами, вы получили такой блестящий Его Величество опыт, что теперь снова заблуждаться или пустые надежды, да, мы говорим. Вот вам с этим захочется как можно быстрее закончить. И аркан повешенный, если мы говорим как знаки судьбы, вот этот период до конца марта, мы ведь можем ничего не делать, мы можем окончательно вот все то, что я по предыдущим картам сказала, мы можем отдаться на волю случая и где-то даже не анализировать вот так холодно, как по аркану сила, свою жизнь, или что же в действительности произошло в наших отношениях. Или пусть это касается работы, почему случился какой-то конфликт, или почему сложилась какая-то патовая ситуация, а она определенно сложилась. Что-то подобное у вас проигрывается до конца марта в любой из сфер жизни, но это дежавю вам совершенно необходимо, чтобы вы сделали выводы, первое. И второе, больше не попадались на какую-то удочку, повешенный аркан. Если мы говорим жертвенность или какой-то тупик, когда мы просто ждем. И это пустые надежды, пустые ожидания. Ничего не происходит. Мы позволяем себя словно держать в этой клетке взаперти. Мы позволяем как и конкретным людям или ситуациям, мы позволяем также и самому себе. Потому что мы свято верим в то, что нам пообещали, или пусть даже в наш адрес проявили, ну, даже доброту, участие. Но опять же, мои дорогие, ведь это отнюдь не свидетельствует о том, что это будет так продолжаться всегда. Поэтому выход какой-то из тупика для вас дает возможность высшие силы. Это как знак. Не упустите это время, потому что самое главное, по сути, это освобождение. Мы должны освободиться, ну, буквально от какого-то внутреннего плена или не быть заложниками чужого настроения, чужой какой-то игры. И вот такие знаки судьбы или вот это дежавю, с которым вы можете столкнуться до конца марта, вам это нужно переосмыслить, потому что, ну, подобная ошибка, она вам будет попросту мешать. И вам высшие силы дают достаточно конкретно, как и жизненной энергии, по аркану силы это проходит, так и возможность дипломатии. Как-то, к примеру, переиграть. Если вы видите, что какие-то отношения вам интересно продолжать. Здесь именно больше интерес. Ни одна карта нам не говорит об искренности. Отчасти туз кубков, но это тоже не совсем. Это радость, это счастье, где-то приятные эмоции, подарки, хорошее настроение. Но это не совсем про искренность, мои дорогие. Поэтому, если нас, мы говорим, раньше использовали, да, или настоящие отношения, я часто об этом говорю, это искренние отношения, когда один другого чувствует, ну, без слов. А не тогда, когда есть интерес, потому что сегодня интерес есть, а завтра его нет. И вот что-то подобное могло проиграться в отношении вас. Так вот теперь вы, мои дорогие львы, можете что-то подобное проделать, какой-то ваш интерес сохранять, если действительно ситуация или конкретные обстоятельства, вы видите продолжение в чем-то, пусть на короткий период, но вы можете с этим согласиться, чтобы себе не навредить и в то же время не надевать розовые очки. Поэтому и сила. Мы понимаем, что да, может быть, на какой-то период времени нам нужен этот человек, но выводы мы не торопимся делать, чтобы еще дважды не попасть, как и в зависимость, или не жить пустыми надеждами, пустыми ожиданиями. Знаки высших сил. Не случайно, как и возвращаются люди, так и не случайно возвращаются еще один старший аркан. Какие-то ситуации по работе, может быть, у кого-то по документам. И аркан башня, первая карта, это был прообраз тюрьмы. Тюрьма, которая рушится. Мы к ней привыкли, мы думали, что так будет всегда. Мы можем подержаться за стены, и нам казалось, это крепость, цитадель. И здесь вдруг это меняется. По аркану башни могут меняться, кстати, и законы. И то, что прежде, к примеру, было запрещено, или по закону в сыром, опять же, виде, вы не могли что-то осуществить. И если законы не меняются, то постоянно практически какие-то подправки к ним выходят. Поэтому есть смысл вот в этот период, даже не только до конца марта, а я бы сказала до конца апреля,
держать руку на пульсе, потому что и законы в виде поправок тоже могут меняться. Здесь какая-то перестройка идет реальности, и вам нужно свое место под солнцем в этих меняющихся событиях как бы и прочувствовать с одной стороны, а с другой стороны не упустить. Поэтому вам судьба может давать определенные встречи или возврат людей, или по работе, может быть, да, вам что-то предложат. И даже я могу предположить, вы на что-то согласитесь, мои дорогие львы, но вы будете смотреть вот так отстраненно, холодно, может быть, и продолжать отношения, или выполнять какую-то работу, хорошо понимая, что это происходит только в данный период времени. А будет ли продолжение, я об этом не могу сказать конкретно, я даже не хочу загадывать. И это карта трансформации, мои дорогие, и карта освобождения. Когда выпадает башня, как знак судьбы, мы не можем раздумывать слишком долго. Часто это еще события извне. И меня, поскольку смотрят люди из разных стран, правда, обстановка вокруг вас тоже может быть где-то даже небезопасной. Поэтому принимайте решение настолько холодным сознанием и одновременно, больше надеяться, безусловно, нужно на себя, потому что есть всегда, а у вас две карты, которые именно о зависимости говорят, как и повешенный дьявол. Мы можем потерять время, потому что мы на кого-то рассчитываем, а по аркану башни мы должны, опять же, проанализировать достаточно быстро и принимать решения. Но это меняется парадигма нашей жизни. И у кого-то она меняется конкретно с возвращением человека, а для кого-то из вас проигрывается внешняя ситуация или обстоятельства, которые вас подталкивают к такого рода решениям. Но все равно ваша сила. Уникальным может быть период конца марта, когда вы расставите все по местам. Полный порядок в вашей жизни можете навести, мои дорогие. Но и зазеваться все же аркан башня говорит никак нельзя. И это уже не первый, посмотрите, 4-й старший аркан. А со старшим арканом как раз внешние события и связаны. Значит, какая-то, как структура вашей судьбы может на вас воздействовать таким образом, чтобы вы на что-то открыли еще глаза. А прежде, может быть, вы думали, а нет, дай-ка я еще подожду, и, глядишь, там в мою пользу что-то сложится. Вот здесь вы понимаете, что промедление, оно вам точно в плюс не играет. Нужно что-то решать именно сейчас, именно в какой-то более короткий период, а не ожидать несколько месяцев подряд еще на будущее. Давайте мы посмотрим подсказки высших сил. Мы приводим мысли в порядок, мы складываем оружие, 4 мечей. Безусловно, баланс, не случайно у нас в правом верхнем углу весы. Может быть, до конца марта для вас будут важны вот эти энергии, которые, как Лилит в весах. У кого-то это может проигрываться лично, именно жизнь. Те отношения, которые какое-то время прекрасно развивались, какое-то время, а потом начались какие-то паузы или зависимая ситуация. Вот здесь мы буквально отворачиваемся. Мы можем отвернуться от человека, но не вычеркнуть его еще пока из жизни. Мы сами, вы, мои дорогие львы и львицы, можете использовать, по крайней мере, кто-то из вас, если вас конкретный персонаж держал словно в неведении, или постоянно то появится, то исчезнет. Теперь вы можете быть в этих энергиях и что-то подобное применить в отношении конкретного человека. И не потому, что вы хотите дать прочувствовать что-то подобное, что чувствовали вы сами. Нет, потому что вы видите, что на какой-то период времени конкретная персона вам может быть как и нужна, так и полезна. Но вы не будете давать обещания. По 4 мечей здесь вы можете, кстати, прояснять для себя некоторые моменты, что, допустим, связано с законом, а кто-то из вас может прояснять вопросы по здоровью. И нам не говорит карта, что вы болеете, нет. Но если что-то реально беспокоит, недомогание, то эта карта говорит, обратись к врачу. Не додумывай сам, не жди, что пройдет. И 15-й аркан нам тоже об этом говорит. Прояснять тут нужно в реальности любую обстановку, любые отношения. Даже самочувствие ваше тут вами должно быть объективно прояснено. Не в догадках, ни о каких догадках, пустых надеждах
весь этот период не говорит и не строится. Все карты вам говорят о реальности, причем о той реальности, которая есть. И по четверке мечей мы часто отступаем полшага назад или словно делаем небольшой маневр, таким образом выигрывая время, чтобы продумать. Или узнать, как работает в отношении вас закон, смотря у кого какая ситуация. Но действительно, как по аркану сила. Или, может быть, то, что символично, где-то хозяйки года змея. Змея наблюдает. И мы здесь тоже готовы наблюдать, анализировать и принимать решения. В какую ситуацию мы ставим, допустим, в ней точку, а какую ситуацию мы готовы адаптировать либо к себе, либо адаптироваться сами. Вот, наверное, адаптация и последующая организация – основные две темы до конца марта. И у кого-то может проиграться по личной жизни, у кого-то по работе. Но я также могу предположить, что у кого-то все вместе, словно прежний клубок противоречий будет переплетаться до конца мая. Но тем не менее, все расставить по местам, даже в какой-то сложной ситуации вы можете. И вы выходите из каких-то прежних тем или отношений более взрослой личностью, более зрелой, более сильной. Не случайно вам выпадает аркан сила. Энергии, как у мага. Все, по сути, стихии, мои дорогие львы, в ваших руках. Как вы захотите, так и будет. Но захотеть нужно вполне конкретно и постоянно наблюдать, что говорят люди и что происходит вокруг вас. Иными словами, вот эта сила к этому вас и призывает. Перекладывайте на себя. У кого-то может продумываться переезд, может быть, куда-то далеко, с учетом аркана башни, потому что конкретно в этой местности вы не видите продолжения, как раскрытие ваших талантов или все возможности, которые вы хотели бы использовать, но тут тоже могут несколько стопориться. Поэтому тут какая-то перезагрузка даже на 180 градусов может для кого-то из вас проиграться, потому что хочется выйти из любой зависимости. Но четверка мечей – это все же когда мы правильное решение, причем вот этим холодным умом, да, или очень здраво принимаем. Поэтому добавляет четверка мечей вам сильную позицию. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.